Сейчас будем. Я тут снимаю, парни будут тянуть карнизики маленькие такие. Длина 244 сантиметра получается. Карниз 30 на 30. Ведерочка маленькая, маслицем надо смазать. И работаем мы прямо на объекте, это нам удобно, потому что таких лосей таскать по лестницам это жесть. Мы отдельно, тут черновой пол, но мы его еще отдельно закрыли эрголитом. Ну и прикрыли стенки тут, чтобы не заляпать. Кое-где заляпали, но тут еще штукатурка. Маслица, обычная маслица. Растительная. Блинчики печеные. На этих почти 5 метров карниза у нас уходит 1,5 мешка фактически сухого гипса, 60 килограмм. Для армировки сетка 5 на 5, наверное. Здесь под нож упоры, иначе если без них, то его будет постоянно загибать. Высокое очень сопротивление, потому что там в районе 50 сантиметров по огибу. Сопротивление очень высокое, когда он начинает вставать уже. Поэтому упоры. Иначе этот язычок бы, ну как язычок, он такой большой достаточно. Вот этот язык, иначе будет там шлепаться. И будет позволять нарастать гипсу дальше. Ну, немного о профиле. Вот для больших деталей, лично, сугубо субъективно, вот как по мне, большие легче тянуть по профилю. То есть, когда усилие от себя вперед туда вот получается, а не давить на край. И здесь еще сделали контрольную реечку, которая не дает сильно тут колебаться, потому что вот это место мало, там сантиметров дерева, там сантиметров меньше 6. Поэтому конструкция довольно-таки хлипкая. Во время протяжки его чуть ведет, когда появляется серьезное уже усилие. Для тех, кто не знает, вот эта штучка самая оптимальная для размешивания таких больших объемов. Называется она мутовка. Ой, не буду горевать, а буду мутовать. Разговаривал один наш товарищ. На высоких оборотах просто, если высокие обороты будут, гипс будет быстрее вставать, то есть он как бы размолаживается изначально. Он сейчас будет течь, и будет течь прямо в ведро. Такими объемами это все происходит. Не самые большие, скажем, но не самые маленькие.
Перед такой работой можно еще маслить по локти руки, чтобы потом от волос как-то получше отлипало. И теперь там слойчик уже есть кое-какой, и теперь уже сеточку сверху. Надо за ней следить, она очень коварная и всегда старается выплюснуться, наверх вылезти. Мы всегда решили головы. Фликер. Мерцание есть. Ну, не без этого, я не знаю почему. Обычно даже 50 Гц лампочки, ну, мерцание есть. Ну уж извините. У нас не студийные условия совершенно. Садится камера, поэтому я все эти несущественные вещи опускаю. Надеюсь, хватит доснять. Вот так. Уже есть толщина кое-какая. Некоторая, скажем так. Маленький шаблончик. Кое-кто его там уже еле поднимает вообще. Очень тяжелый. Очень тяжелый. Пришло время быстро работать. Он начинает схватываться. Гипс из Петровича, и поэтому встречаются такие вот комки. А я скажу, почему они там встречаются. Потому что склад там не теплый. Гипс очень не любит заморозок, разморозок. И вообще вот все связано с морозом. Сухой гипс, то есть гипс перемороженный, он сразу начинает себя по-другому вести. Плюс холодная вода. Вода из-под крана, это уже достаточно холодно. Поэтому, возможно, есть комки какие-то. Ну. Мы растем по чуть-чуть. Вот. Как после этой проходочки уже. Весело. Ну тут тонко, тут нормально набирается, а тут толсто, тут не очень-то. Ползет. Я не тягу ломаю. Им слишком легко. %99 масса набралась.
Вот она и готова. Первая. Она тоже. Вот она сейчас будет и вторая. Вот первый, вот второй. Это третий, вот, да. Все. Это так. И по подложке сразу срезаем. Потому что не срезать, поднимать ее, сдвигать, пилить ножовкой намного быстрее шпателем снять. Даже если тебе надо потом ровно ее отпилить, ты пилишь. Но бывает, что не надо, бывает, что это угол. Тогда часть деталей улетает просто. За раз получается 5 метров. Почти. 4,80. Даже 4,88. Вес такой одной детали с водой, наверное, килограммов меньше чуть 50. Тебе чуть-чуть. Приходится по чуть-чуть подтягивать и сразу ставить, чтобы они не высохли, потому что когда сильно сухая, ее может подкрутить чуть-чуть, развернуть, наоборот, в трубочку скрутить. Вот так висят, тут угла нет еще. И здесь тоже есть.